весь бокс. Я бью и перехожу в защиту. Это качество, в свою очередь, влияет на мышцы антагонисты, срабатывают назад. Бах! Я в своей работе ставлю технику на второе место. На первом месте вперед, назад, вперед. Мы постоянно оказываемся в тех или иных. Расслабленная мышца создает качество, возникает в момент особенной работы нервно-мышечной системы. Коллеги, тренера сборной, спортсмены сборной, сегодня поговорим о плотности боя. Плотность боя – это самый яркий момент в бою. Чтобы поддерживать плотность боя, нам необходимо уметь работать в контратаке. В контратаке опережать, встречать, переигрывать. И самое главное – иметь способность перефехтовать. Потому что всегда есть такой момент, когда мы как будто залипаем в каком-то моменте и перефехтовываем, перебиваем соперника. Теперь давайте посмотрим на всю эту картину движений и упростим ее. Вот наши тела, смотрите. Вот мы движемся. Он ко мне, я от него. Он от меня, я к нему. Плотность, то есть мы поддерживаем плотность. Плотность боя, именно дистанция, плотность дистанции. Но в какой-то момент важным является то, что мы начинаем друг друга как бы пробивать, выдергивать, здесь переигрывать. То есть даже если в 2-3 удара, все равно мы должны переиграть и засадить соперника. Все, туда. Вот эта работа происходит. Смотрите, тело вперед, назад. Сейчас мы пытаемся разобраться в этих движениях и понять, что помогает нам делать эти движения быстро и своевременно. Так вот, чтобы выполнить эти движения в теле, вперед-назад, в сторону, руками, даже простые движения в руках, джеб-джеб, самым важным в этой работе является оптимизация мышц антагониста. То есть есть мышцы, которые толкают нас вперед, есть мышцы, которые возвращают. Любое движение вперед компенсируется движением назад. Любое движение в сторону компенсируется движением в другую сторону. То есть мы не можем взять и, допустим, уйти в уклончик и остаться. Да? Мы должны выпрямиться. Следовательно, что получается? Нами управляют мышцы-антагонисты. Допустим, джеб. Я начинаю джебом накидывать вперед-назад, я бью и перехожу в защитное действие, возвращаю руку назад. То есть идет ударное движение вперед и ударное движение назад. То есть везде, в любом движении есть работа мышц-антагониста. И есть уровень их оптимизации. Я попытался разглядеть бокс просто через другую призму, с другого ракурса. И что я обнаружил? Я обнаружил удивительную вещь, которая заключается в том, что весь бокс, абсолютно все движения, не только в боксе, и в других видах спорта, все это зависит от работы мышц антагонистов. Именно от качества работы мышц антагонистов, от уровня их оптимизации. То есть есть группа мышц, которая толкает, есть группа мышц, которая возвращает, образно говоря, которая производит это движение. И вот между ними есть такое понятие, как качество. Это качество, в свою очередь, влияет на нашу возможность производить быстрые движения, мощные движения, скоростные движения, взрывные движения. То есть здесь есть показатели работы нервной системы, упругие элементы и так далее. Это все находится между работой мышц антагонистов. Работа мышц антагонистов есть в джебе, в передвижении ног, движение плечей, любые вибрации. Везде, где есть обратно-поступательное движение, везде работают мышцы-антагонисты. И есть определенные механизмы, как добраться до тренировки мышц антагонистов. Итак, резюмируем. Плотность боя подводит нас к самому яркому моменту в бою, где мы можем перебить, переиграть соперника. И здесь плотность дистанции не дает нам возможности победить сама по себе. То есть это одинаковые условия, создает одинаковые условия для обоих спортсменов. Победит и вытащит пользу из плотности дистанции только тот, кто может перефехтовать спортсмена, проработать в контратаке, на встречных и так далее, выдернуть его, переиграть. И теперь нам нужно разобраться, какие упражнения нам необходимы, чтобы уметь именно произвести вот эту быструю работу в контратаке и так далее. Давайте по-новому посмотрим на наши любимые упражнения, на работу с кувалдой и с грифом. Там есть не только акцент, там есть не только ударное движение, но одно из главных, там есть работа парных групп мышц. То есть мы выталкиваем гриф, работают мышцы, значит, вперед, и мышцы антагониста срабатывают назад. Бах, возвращай, бах, возвращай. Смотрите, вот эта работа, которую мы любим, она, мы знаем все, она травмирует локти, она очень опасна, и не всем нужно с ней много работать. Но там есть работа мышц антагонистов, и мы чувствуем пользу от их тренировки.
С кувалдой то же самое. Мы бьем по покрышке и возвращаем эти рукоятки. И вот идет возврат. То есть мы вот бьем, атакуем. По сути, мы нарабатываем вот этот вот рефлекс возврата назад. То есть мышцы привыкли включаться. То есть поймите, да? Мы нанесли удар. И теперь мышцы эти должны расслабиться, а те, которые возвращают, должны напрячься. Смотрите, сигнал. Вырабатываем. Вперед, назад. Вперед, назад. Теперь, к примеру, упражнение на бицепс. Мы начинаем жать. Вот мы выжали груз на бицепс. Все, мышца напряглась. Мы опускаем в эксцентрической фазе, значит мышца расслабляется? Нет, мышца не расслабляется. Мы опять ее поднимаем. Смотрите, эта работа ведет к выносливости, да, она подгоняет питательные вещества, это все, это весь процесс есть. Но дает ли она нам скорость? Нет. Дает ли она нам фазу расслабления? Нет. И теперь смотрите, как это видит наша нейронная система, как это видит наша нервная система. Она, значит, включила в напряжение мышцу и долго удерживает ее, утомляясь, держит. То есть для нервной системы, для нашего сознания, для нейронной сети нет даже такого понятия, как расслабление. Его просто нет. К чему ведет расслабление? Если наша нервно-мышечная система привыкает расслабляться, это напрямую ведет к взрывным способностям. То есть, чем расслабленнее мышца, тем быстрее мы можем сделать взрыв, да? Выхлянуть. Расслабленная мышца создает взрывное движение. Если мышца напряжена, то мы вот такие движения получаем. Вам нужно искать упражнения, работа которая направлена на оптимизацию работы мышц-антагонистов. Как мы уже выяснили, это работа с кувалдой и с грифом. Если вы знаете другие упражнения, которые направлены на оптимизацию работы мышц-антагонистов, то используйте их. Я с самого начала заметил большие изменения в функциональности и моторике спортсменов, когда мы целенаправленно работали над оптимизацией работы мышц-антагонистов. Мы сконструировали тренажер таким образом, чтобы он максимально быстро перекидывал нагрузку с одной группы мышц на другую группу мышц, как бы стимулируя и ускоряя фазы сокращения и расслабления за счет отскока. По любым направлениям корпуса нужно, чтобы мышцы-антагонисты были оптимизированы. Причем, желательно, чтобы они действовали всем телом, как бы целостное движение было, не на отдельную группу мышц, да, когда мы, допустим, легли и жмем штангу, мы работаем локальными группами мышц, тело не участвует в движении. Потом нам какими-то упражнениями нужно соединять вот эту работу мышц с верхней частью тела. И этим мы в основном и занимаемся. Все наши тренировки ОФП построены по этому принципу. Большинство упражнений, да, мы качаем определенные группы мышц, потом мы пытаемся их соединить. На соединение тратится энергия, ну и сама координация не может быть идеальной. Идеальная координация, нервно-мышечная координация, тогда, когда мы делаем движение целостным. Вот нужно следить за тем, чтобы наши упражнения носили целостный характер. И все позиции, это профессиональные позиции в профессиональном виде спорта. Вот рука. На ногу мы завалились. Развернулись тело. Мы прорабатываем мышцы-антагонисты в заданных положениях, которые мы постоянно используем в бою. Мы постоянно оказываемся в тех или иных положениях. И они у нас закреплены именно на уровне оптимизации мышц-антагонистов. Итак, давайте посмотрим, каким образом между работой мышц-антагонистов возникает вот это понятие качества. Качество возникает в момент особенной работы нервно-мышечной системы. Чтобы повлиять на качество, нам необходимо суметь повлиять на скорость, силу и частоту нервных импульсов. Если мы с вами выполним упражнение, которое влияет напрямую на эти три компонента, мы точно будем уверены, что мы улучшились. Качество взрывных компонентов мышечной системы, качество реактивной способности нервно-мышечной системы, качество отклика, обратной связи. Любые реакции зависят от слаженности работы нервной системы. Скоростной тренажер Эми за счет быстрого отскока и смены нагрузки с одной пары группы мышц на другую заставит ваши мышцы испытать более 140 фаз мышечных сокращений за 5 секунд. Подобный режим работы заставляет вашу нервную систему работать на сверхвозможности. Любое другое оборудование или тренажер, допустим, даже если вы будете использовать какую-нибудь станцию за $20 000,
не позволят вам погрузить ваши мышцы в подобный режим работы. Работая с тренажером Эдми, вы с первых секунд стремитесь разогнать тренажер и заставить свои мышцы работать до запредельных возможностей. Нервная система выходит за горизонты своих предыдущих достижений. Таким образом, вы делаете качественный скачок на развитие нервной системы. Помимо этого, конструктивные особенности тренажера выставляют определенный диапазон движения, то есть заставляя нервно-мышечную систему работать в четких циклах. Возникает полностью подконтрольный режим работы. В этот момент мы оптимизируем всю работу нервно-мышечной системы. Если бы упражнение преимущественно зависело от наших волевых возможностей, тогда бы мы не смогли достигнуть такой точности. Но так как тренажер отскакивает с одной стороны в другую и задает определенный ритм, нервно-мышечная система запоминает вот эту частоту и привыкает к определенному режиму работы. Но, как мы видим, этот режим очень скоростной. Мы привыкаем к скоростному режиму работы, мы привыкаем к взрывному режиму работы мышц. Следовательно, это будет полезно для тех видов спорта, где предъявляются высокие требования к скорости, к скоростной выносливости, к взрывным способностям, к мощности, к быстроте. В заключение, мы всегда ставим технику на первое место. Я в своей работе ставлю технику на второе место. На первом месте у меня выступает оптимизация работы мышц антагонистов. Почему, спросите вы? Да потому что сама техника состоит из элементов. Техника — это не просто там дяденька техника, вот пришел. Техника имеет свои врожденные, внутренние, наработанные показатели. Когда мы работаем над оптимизацией мышц антагонистов, мы стимулируем работу нервной системы, влияем на скорость, силу и частоту нервных импульсов, рекрутируем большее число мышечных волокон, которые вовлекаются в работу, улучшаем реактивную способность нервно-мышечного аппарата. Все эти улучшения, в свою очередь, влияют на наши конкретные физические навыки, такие как скорость, скоростная выносливость, взрывные способности. Мы улучшаем первичный импульс, стартовую скорость, повышаем способность мышц акцентировать движение. Мы возводим работу всей нервно-мышечной системы на совершенно новый качественный уровень. Именно об этом идет речь в данном видео. Вот теперь скажите, все эти приобретенные навыки, влияют ли они на технику? Конечно, они влияют на технику. Они являются основой вашей техники. Когда вы умеете делать так, когда вы умеете делать вот так, и все это на внутреннем осязательном уровне, на уровне рефлекса, то вы, разумеется, уже тренером рассматриваетесь как одаренный ученик. То есть в вашей технике есть фундаментальные вот эти вот проработанные ячейки, с которых теперь можно лепить чемпиона мира. Именно поэтому вот эту работу по оптимизации мышц антагонистов я ставлю впереди техники, потому что она является основополагающей для развития самой техники. И на основе этой техники, как на уровне врожденности, уже тренер выстраивает свое видение того, как спортсмен будет работать.